Меня всегда притягивала тема времени и следов прошлого. Именно потому, что фотография в целом идеально подходит для того, чтобы изучать следы. Сегодня мы идем по следам моего проекта «Игры со временем», который снимался на протяжении 4 лет на материалах реконструкции наполеоновских войн. Многое, о чем мы будем говорить, выходит за рамки конкретного проекта и относится к любой творческой работе. Мне интересна не историческая подоплека игры, не частота эксперимента, а сама попытка переместиться в иное время и иное пространство. Когда я здесь нахожусь, я понимаю, что на самом деле здесь вот парковка с современными автомобилями, люди, которые одеты современно. Вместе с тем, с помощью кадрирования ты можешь добиться того, что человек, который смотрит книгу или смотрит сайт, он полностью погружается во время и уже не обращает внимания ни на что другое. Вот в этом, наверное, большой кайф от фотографии. Хотя «Игры со временем» снимались на материале реконструкции Бородинского сражения, я бы не стал называть их проектом о реконструкции как таковой. Это история о пересечении времен, о том, как люди играют со временем, пытаясь воссоздать атмосферу XIX века. Я старалась проскочить незамеченным. Вас нельзя не заметить, вы флюидную притягиваете. И вот этого никак нет. Я собирал материал с 2014 по 2018 год. После первого посещения реконструкции мне пришла в голову идея собрать историю в виде визуальной пьесы. Большая проблема при съемке реконструкции – повторяемость сюжетов и однообразие. Когда я готовился к съемке в первый раз, я посмотрел картинки в поисковиках и обнаружил массу схожих сюжетов, когда все куда-то скачут, стреляют и бегут. Мне повезло, потому что удалось сразу попасть в различные лагеря и увидеть не фасад реконструкции, а как бы задворки, которые реконструкторы обустраивают сами для себя. Добрый вечер. Привет. Добрый день. Красавец! Ты возвращаешься в одну и ту же точку и снимаешь, находишь, может быть, тот же сюжет, но снимаешь его на другом уровне. Там чайник, кстати, вот сейчас там действительно интересно, и смотрите. Повторяемость есть и на задворках. Именно поэтому я снимал проект на протяжении 4 лет в разных лагерях с разными участниками, в разные месяцы, в мае, в сентябре и в разную погоду. Некоторые сцены повторялись, и я выбирал в результате те, которые были сняты в лучшем свете. А некоторые сюжеты не повторялись больше никогда. Скажем, гроза, которая сорвала костровой тент и сломала древко знамени над полком. Или поцелуй капитана конных егерей с Хаски. Либо ты совпал по времени и месту с этими сюжетами, либо не совпал, делать нечего. Снимать можно буквально несколько дней в году, поэтому ты просто ждешь следующей реконструкции и приезжаешь снова. Свет делает кадр, а кадры делают твою историю. У меня есть и цветные, и черно-белые проекты. Для меня цвет и ЧБ — это инструменты. История «Игры со временем» снята в черно-белом варианте. И в этом не только отсылка к монохромному прошлому фотографии. Все дело в том, что в черно-белом кадре зрителю гораздо сложнее найти неуместные по времени предметы. Для меня черно-белая фотография – это прежде всего структура, а цвет – это прежде всего эмоция. Так сложилось. И в этом проекте время для меня – это такой структурообразующий элемент, что, мне кажется, ЧБ лучше передает состояние места и позволяет больше напрячь зрителя в поиске объектов, которые времени не соответствуют. Меня часто спрашивают, откуда взялись рисунки Нуаро. Однажды я пришел в один из лагерей, где кто-то пек пончики с сыром и кунжутом. Меня угостили, попутно я снимал быт лагеря. Человек поинтересовался, кто я. Я ответил, что снимаю проект о пересечении времен. Человек оказался художником Алексеем Темниковым. Вот это очень хорошо. Я бы тебя через дым снял. Давай ты вот здесь вот иди, а я... Можно я воспользуюсь вашим дымом? Не-не, очень помогает. Да, о, отлично, отлично.
Я попросил его сделать наброски для истории, которые дают ей еще одну грань. Ведь 812 год нельзя было сфотографировать, но можно было зарисовать. И вот я как бы иду по следам Нуаро, выискивая в реконструкции зарисованные им сцены. Как фотограф я работаю с окружающим, но выбираю то, что иллюстрирует мои идеи. То, что я снял, существует и без меня. Но то, что я выбрал для съемки, то, как именно это снято, скомпоновано, структурировано, абсолютно субъективно. Я не документирую реконструкцию как явление, а выдумываю визуальную пьесу «Игры со временем», используя некие реальные события и персонажей. Реконструкторы придумывают для себя другое время, а я придумываю свое повествование. Вообще, редко прошу кого-то что-то сделать, скорее ловлю момент, который спонтанно сложился. Мне кажется, что это у меня лучше получается. Я всегда потом вижу разницу, поэтому стараюсь обычно не вмешиваться. Что касается технической стороны, для съемки я использовал ряд камер Fujifilm, начиная с X-T1, далее X-Pro 2, X-T2 и даже GFX. В целом, с одной стороны, я всегда любил компактные камеры и долгое время снимал дальномерками. Первой дальномеркой был Киев, потом была Leica. С другой стороны, я довольно много снимал на средний формат, где можно смотреть на сюжет в шахту и не закрывать лицо камерой. Поэтому для меня откидной экран современных камер — это подарок. Мои требования к технике простые: компактность, надежность, качественная матрица, резкая оптика и чтобы органы управления были механическими и не надо было все искать через меню. Снимаю в основном фиксами, в переводе на full frame 35 мм и 21 мм. Один из элементов моего рассказа — текст. Под текстом на сайте и в книге я стоял перед дилеммой. Разумеется, можно было описать то, что я реально видел своими глазами. Ничего плохого в этом нет, но я не хотел делать пособие по реконструкции. У меня была иная цель, чтобы конкретные фотографии стали иллюстрацией абстрактных размышлений о времени, пространстве и человеке. Лучше цитат из «Войны и мира» было не найти. Я перечитал «Войну и мир» и подобрал цитаты к каждому явлению. Казалось бы, уж в таких местах точно не должно ничего меняться. Но и здесь что-то меняется. Например, прекрасный романтичный мостик, деревянный, который выдержать мог одну барышню и двух борзых собак, исчез. И мы идем по бетонному монстру. Но наши друзья обещают, что когда-нибудь они превратят этого монстра снова в уютный деревянный мостик. Посмотрим. Думаю, что сегодня искусство стало прежде всего информацией, просто информацией, и только потом все остальное. Потому что безумно стандартными стали способы представления искусства. Мы видим кадры, картины, фильмы на экранах 5 дюймов. А прежде для встречи с искусством ты должен был дойти до него, увидеть в своем формате, в атмосфере. Все это сильно влияет на восприятие. Сейчас зритель смотрит арт на том же экране, где ищет авиабилеты. Проблема ли это? Не думаю. Хорошие вещи все равно видно. Больше всего в своей работе я люблю то, что еще не завершил. Я ловлю кайф от того, что в процессе работы над проектом складывается нечто буквально из ничего. Как у писателя на чистом листе постепенно появляется текст. У фотографа, безусловно, свои игры со временем. Иногда мы слышим, будто кадр останавливает время. Конечно, это метафора, и она очень неточна. Фотография может лишь помочь запомнить нечто из какого-то времени. Нечто на самом деле довольно смутное, хотя это и может служить материалом для фантазии. Твое время — это твое ощущение от окружающего пространства. Самое сложное — почувствовать время, в котором живешь ты сам, потому что оно вплотную.